Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 1 по 7 июля. Давайте узнаем, что нам расскажут карты для вашего знака зодиака. Какие энергии видят для вас на эту неделю. Мы зададим в нашем еженедельном традиционном прогнозе такие же традиционные вопросы. И первый. Что важно знать? Будем, конечно, реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, вы сумеете переложить то, что у вас сейчас наиболее активно в жизни решается, или, как мы говорим, проигрывается. И подсказки для себя какие-то найти, или просчитать свою историю на пару шагов вперед. Или же мы с вами просто проведем приятное время. Итак, что важно знать? Неожиданности, чего не избежать. Чему сейчас не время, что вам может помешать, какие энергии. И какие энергии будут помогать. Что скрыто. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, финансы, личная жизнь. Что же важно? Ну вот баланс придется держать. Двойка пентаклей. Может быть, с кем-то договариваться. Быть дипломатом, ну, в таком даже глобальном смысле. Может быть, вам хочется с чем-то определиться, а вот на этой неделе это будет сделать сложновато. По этой карте, кстати, нам говорят, все-таки всегда жонглер показан. Отчасти это где-то манипулятор великий, но жизнь, она диктует свои правила. Нам приходится где-то пытаться сразу вот успеть либо в двух направлениях, либо усидеть на двух стульях тоже приходится. Поэтому хочешь не хочешь быть дипломатом. Есть такой момент быть легким на подъем по этой карте. Быстро куда-то собраться, отправиться, не отложить что-то на потом, иначе мы упустим время. И карта говорит, пробуй, пока не получится или не надоест. Можно попробовать себя в новом каком-то деле или в каком-то новом направлении. И несмотря на то, что вы там новичок, у вас получится лучше, чем у профессионала. Кто-то из вас может для себя обнаружить новую сферу деятельности или как новый интерес. И это будет побудительным мотивом начать что-то изучать. Или пойти буквально учиться. Но балансировать придется. Неожиданности. Балансировать – это одно, но есть и те решения, которые нужно принимать холодной головой. От чего-то придется и отказаться, или правильно оценить обстановку. Причем обстановку видеть действительно на пару шагов вперед. У вас хорошо развита интуиция, у большинства из вас это точно. Рыбы все знают, рыбы мудрые. И увидеть не только в одном моменте, а где-то просчитать ваши планы, намерения и цели, переложить их на реальность и правильно оценить обстановку. Насколько тот или иной проект выгоден, или стоит ли мне куда-то отправляться, стоит ли мне этим заниматься. О чем еще нам говорит карта? Храни молчание. Не предвосхищайте какие-то события, и, может быть, не совсем простой выбор будет на этой неделе. Но его нужно делать хладнокровно. Я не могу сказать, что как наш эмоциональный фон, так и где-то шаблонность сознания нам может помочь. Нет, все-таки по королеве мечей это в первую очередь интеллект, и когда надеемся сами на себя. Поэтому каковы не были бы обстоятельства вокруг вас, хоть камни с неба, для вас важно быть реалистом. Чему сейчас не время? Знаете, ждать подходящего момента. Может быть, так сложится, как дела, например, или решение в каком-то вопросе от вас потребует быстрого, хладнокровного участия вашего, или когда вам с чем-то нужно будет определиться. Тут не понадеешься на то, что кто-то придет на помощь, или что ситуация разберется как бы сама, все станет по местам, и что продлится, ну, какая-то траектория и дальше. Нет, по этой карте, да, мы смотрим в горизонт. И пока еще мы не можем что-то просчитать наперед. Карта говорит, что у тебя период, когда ты на пороге перемен.
Но и еще вот этот горизонт, он непонятен, ты не видишь другого берега. И ожидать то, что вдруг он у тебя появится, или ты вот сейчас как прозреешь, какое-то прозрение произойдет, или то, что ты сможешь отчетливо какую-то ситуацию контролировать. Нет, тут не случайно королева мечей. Она готова к неожиданностям и надеется сама на себя. И если мы говорим работа интеллекта, как раз допустить для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, альтернативные варианты развития событий, это будет важно. Кто-то действительно по королеве мечей задумается пройти обучение, чтобы либо быть более востребованным специалистом, или для вас может вас как раз заинтересовать какая-то новая совершенно сфера деятельности, и вы подумаете, что мне не хватает знаний. Или, мои дорогие рыбы и рыбки, кто-то вообще кардинально захочет уйти в свободное плавание, работать на самого себя. Или иметь такую возможность, когда я могу работать из любой точки мира. Вот такой момент тоже может быть, с учетом, опять же, королевы мечей. Когда хоть камни с неба, а у меня должен быть постоянный доход. Вот что-то подобное с учетом двойки пентаклей, королевы мечей, какие-то варианты вы можете рассматривать. Что же вам помогает? Вам, когда вы где-то огораживаетесь буквально от мира сего, отчасти, это карта обороны, самообороны. Когда мы о себе много не рассказываем, когда мы откликаемся, либо нам что-то угрожает, два случая, или второй случай, когда не упустить какую-то возможность. Вам буквально помогает, когда вас никакое событие не застанет врасплох, никакая новость. И даже пусть она самая невероятная приходит, а вам нужно вот так хладнокровно. Вот запомните, может быть, образ этой карты. Вам действительно какая-то неожиданность помогает с чем-то определиться. Но это нужно сделать без эмоций. Вас не должны, как мнения, например, людские, на вас воздействовать. Или уговоры чьи-то. Вам нужно самим, мои дорогие рыбы и рыбки, правильно оценить ситуацию на этой неделе. Работой у тебя все получится. Действительно, по работе, по заработкам, по вторичному доходу, по дополнительному какому-то доходу через обучение. Ну, тут все что угодно может пройти. У кого-то как решение я теперь буду изучать новые технологии. Или я хочу работать посредством интернета. Кто-то трейдингом, может быть, займется. Нам уже показан профессионал. Что-то вы уже знаете. И карта говорит, ты опирайся сейчас на то, что ты умеешь делать хорошо. И именно это какое-то направление развивай. Или в чем ты уже сделал какие-то первые шаги. А потом, может быть, и есть, правда, у вас какое-то занятие, которое вы либо к нему приступали, либо пытались уже делать какие-то шаги, а потом вы от этого отказались. И вот здесь что-то подобное, какое-то дежавю у вас может повториться. Потому что это вы приходите к выводу, что нет, вот какая-то была моя задумка, надо мне ее переиграть или переложить вот на реальность сегодняшнего дня. По восьмерке пентаклей это возможность заработать денег. Это карта профессионала и тот, который имеет профессиональный рост. Как и профессиональный, так и деньги в рост нам тоже об этом говорят. Когда вы добавите каких-то знаний или улучшите свои навыки, улучшите свои какие-то, ну, может быть, скиллы, как мы говорим, или как свое ремесло, дополнительно изучите какой-то вопрос, добавите себе каких-то возможностей. Тут, правда, по-другому. Можно заработать деньги, и, главное, деньги уже будут в другом объеме. Вот это скрыто. Мимо этого не пройти. Может быть, это не пропустить. Достаточно сильная позиция. Дела, работа, бизнес. По карте повешенного, может быть, вот у нас сама по себе неделя ведь неспешная, да? И есть с кем договариваться, или вы ищете информацию. Неделя спокойствия, с одной стороны, или неделя паузы. С одной стороны, мои дорогие рыбы и рыбки, вам эта пауза помогает правильное решение принять. Добрые дела наспех не делаются. И если мы куда-то поторопимся, мы не увидим нюансов. Нам тут как раз и говорят, тебя ничто не должно застать врасплох. С другой стороны, помогает, когда мы не ввязались в какой-то проект. Ведь повешенный иногда обозначает тупик.
или в какую-то двойственную ситуацию, потом из которой нам придется выкарабкиваться. Правильно оценить свои желания и свои возможности на этой неделе будет для вас очень важно. Это старший аркан. Чтобы и не попасться, с одной стороны, на удочку каких-то красивых обещаний и самого себя не завести в тупик, так и с другой стороны не использовать, может быть, этот период временного затишья для того, чтобы с чем-то определиться. Карта может говорить также, сама энергия этой недели, невозможно что-то ускорить. Тогда примите это хладнокровно, спокойно, обдумывая какую-то свою ситуацию или, может быть, обучение. Вот как-то на пользу себе можно переложить события этой недели для вас. По крайней мере, нам об этом говорят карты. Деньги, отшельник, еще один старший аркан. Уделяйте своим финансам достаточное количество внимания. Вам нужно что-то просчитывать. Конечно, отшельник – это у нас дервиш. Ему, в принципе, финансы не важны, потому что у него есть идея, у него жизненный путь. Есть что-то более духовное, чем наш материализм. Но мы все же люди земные, и поэтому не замечтаться с чем-то будет важно. Рассчитывать на самого себя. Может быть, это какой-то проект, который вы будете продумывать, и тут тоже вы не имеете права на ошибку. Значит, детализировать то, что вы хотите совершить. Возможности как раз для этого будут. По карте отшельник есть такой момент, когда мы немножко абстрагируемся, и для кого-то из вас может означать отчасти отпуск. И на финансы, потому что вы оплачиваете этот отпуск для того, чтобы как раз и иметь возможность отдохнуть. И где-то повешенный ведь нам тоже говорит, возьми вот эту паузу. С одной стороны, ты можешь где-то продумать что-либо или рационально оценить свои возможности, силы и какую-то реальность. Но и надолго не замечтаться будет тоже очень важно, потому что на кону 8 пентаклей. Это то, что скрыто. Только в каком-то более рациональном ключе королева мечей, повторюсь, интеллект. Вот такое интеллектуальное решение для вас нужно принимать. И правда, тут по части заработков какие-то могут быть интересные темы, возможности. Девятка чаш. Я называю эту карту эгоиста, но это когда у нас все хорошо. Буквально девушка подпрыгивает, и рядом сундук с сокровищами. 9 чаш наполнены, когда мы себя благодарим за принятые правильные решения, за сделанные правильные шаги, за то, что мы как-то очень грамотно вписались в какой-то судьбоносный поворот, может быть, жизненный, и так тоже вполне вероятно. Рост профессионализма, рост возможностей, нам говорит эта карта. Нам не говорят про любовь по этой карте, хоть и кубки. Нет, здесь больше именно карта самодостаточности, финансового успеха, когда мы можем для себя как-то кардинальным образом изменить наше качество жизни. Может быть, для кого-то из вас это будет буквально связано с переездом, и вы начнете к нему готовиться. Тогда, с учетом королевы мечей, ведь это прообраз Юдифи, есть еще и такой момент. Чтобы себя обезопасить от неожиданностей, храни молчание. Умей хранить свои тайны, не предвосхищай, не рассказывай никому, что ты собираешься делать. И девятка жезлов ведь тоже карта обороны помогает нам. То слово, которое мы не сказали. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.